Ребята, всем привет! Сегодня в ремонте вот такой красавец. MacBook Air на базе процессора M2, модель A2681. Владелец сообщил, что устройство было залито жидкостью. Экран пострадал больше всего, но мне удалось его просушить. При этом сам MacBook включается. И вот тут начинается самое интересное. Когда техника работает после залития, это не подарок, а мина замедленного действия. Все может выглядеть нормально, но коррозия уже начала свое дело. Может, он просто поплакал от счастья, что остался жив? Ну, сейчас мы это проверим. Начнем с разборки, покажу вам все тонкости, как правильно разобрать именно эту модель, без трещин и потерь. Ребята, чтобы открутить крышку, вам понадобится вот такая отвертка CRV 1.2. На ней нарисована звездочка. Вот такая пятиконечная звездочка. Этот тип винтов называется P5. Откручиваем крышку. Вот вам полезный лайфхак, магнитная карта или держатель для винтов, чтобы не перепутать. Крышка закрывается двумя видами винтов. Один вид с более короткой резьбой, другой с более длинной резьбой. Винты с более короткой резьбой идут вот сюда. Винты с более длинной резьбой идут вот сюда. Теперь, друзья, как мы открываем корпус? Нам понадобится вот такая присоска. Для удобства переворачиваем MacBook, чтобы открывался он вот так. Что мы делаем сейчас? Мы поднимаем его вот так, ставим присоску вот сюда. Видите, теперь мы можем зацепиться здесь. Немножечко оттягиваем ее и вставляем нашу открывалку. Мы должны отщелкнуть крышку вот здесь и вот здесь. Оп, оп. А теперь мы, смотрите, друзья, что мы делаем. Мы вытягиваем ее в эту сторону. Вот так. Опа. Вот и все. Мы ее сняли. Почему нужно вытягивать? Потому что вот здесь, видите, есть такие пазики, которые вставляются вот сюда. Поэтому, чтобы снять крышку, ее нужно только вытягивать. По-другому никак. Разворачиваем MacBook. Итак, что мы делаем в первую очередь? Правильно. Отключаем батарею. Чтобы открутить эти винтики, нам понадобится вот такая отвертка CRV T4. Теперь отстегиваем шлейф. Я это делаю рукой. Теперь откручиваем эти два винта, которые держат шлейф тачпада. Откручиваем все вот эти винтики. Отвинчиваем пластину, которая держит антенки, и отключаем их от материнской платы. А вот и то, что мы искали. А что искали? Кошку? Пятно от воды. Вот, друзья, мы добрались до шлейфа экрана. Откручиваем эти винты. Обратите внимание, два верхних винта нужно откручивать другой отверткой. Пятиконечная звездочка 0,8. А теперь снимаем эту наклейку, потому что под ней винтик.
спрятался. Отключаем шлейфы с помощью лопатки. Продолжаем разборку. Так, этот шлейфик тоже поднимем. Так, откручиваем остальные винтики. Так, вот здесь есть шлейф. Вот и все, друзья. Вот мы и демонтировали материнскую плату. Так, давайте посмотрим, что здесь. Нет ли здесь коррозии. Здесь все чисто. Все хорошо. И тут тоже все хорошо. Так, давайте смотреть. Вот здесь есть пятно. Значит, вода попала сюда. Если вода попала сюда, значит, где-то рядышком должно быть... Так, здесь все в порядке. Вау, друзья, смотрите, мы нашли коррозию. Вау, как оно прогнило здесь. Будем надеяться, что не сильно, и нам не придется перепаивать контакты. Вау, ну вот мы и нашли. Мы нашли коррозию. Не зря мы разбирали. Через несколько дней от этого контакта бы не осталось и следа. Ну, во всяком случае, он бы не работал. А тут все чисто. Хорошо. Ну, это значительно. Окей. Разбираем, кладем на стол и чистим. Так, давайте посмотрим на него со всех сторон. Да, там есть контактик, который тоже задет коррозией. Но я думаю, это незначительно. Сейчас мы это все почистим, в надежде, что ни один контакт не будет оборван. Капаем немного спирта на щетку и чистим. Отлично. Давайте немножечко зачистим ножичком. Чуть-чуть. Вот так вот. Все нормально. Вот видите, вот здесь контакт, он не очень в хорошем состоянии. Он один такой тут, но видно, что обрыва там никакого нет. Скорее всего, времени прошло не так много, и коррозия не успела съесть этот контакт. Поэтому мы его аккуратненько зачистим. Затем еще раз нужно будет все почистить специальным очистительным средством для PCB. И мы сможем тогда все уже собрать назад. Все идеально, дорожки не порваны, все в полном порядке. Видите, вот здесь осталось пятно. Скорее всего, это тоже из-за воды. Нужно это тоже разобрать и проверить, все ли в порядке с этим коннектором питания. Разбираем и смотрим. Обратите внимание, что здесь есть такая пластиковый замочек. Если вы его не вытащите, вы не сможете вытащить коннектор. Поэтому сначала вытаскивайте его, а потом коннектор. Да, тут тоже, конечно, вода поработала хорошо. Это видно. Но главное, что с коннектором у нас все в порядке. Отлично. Это главное. Немножечко пройдемте спиртиком. Так.
для совести. Давайте здесь тоже открутим. Посмотрим, может быть, туда тоже попала вода. Пинцетиком можно так поддеть, раз. Покачать, и тогда оно выйдет. Оба. Вот так. Так, смотрим, что у нас здесь. Динамик. Видите, на динамике тоже какое-то пятнышко есть. Здесь все в порядке с контактами. Да, все чистенько. Давайте снимем колонку, она же антенка. Снимаем колоночку. Тут все чисто видно. Давайте посмотрим. Да, все чисто. Вода туда не добралась. Ну вот только тут пыль и все. Давайте соберем как было. Прикручиваем коннектор питания. Так, давайте тщательно проверим, все ли в порядке с контактами экрана. Так, все чистенько, хорошо. И на материнской плате идеально все. А этот коннектор, конечно же, пострадал конкретно. Будем его чистить хорошенько. Поехали. Для начала нам нужно отсоединить эту металлическую пластину, которая закрывает всю материнскую плату. Начинаем вот отсюда. Так, аккуратненько. Аккуратно поддеваем с помощью пинцета и разбираем. Вот так вот. Вот и все. А теперь нам нужно проверить всю материнскую плату. Нет ли где-то еще коррозии? Это очень важно, дорогие друзья. Проверяйте каждый компонент. Это спасет жизнь вашему компьютеру.
Так, друзья, теперь осмотр. Смотрим на каждый компонент очень внимательно. На обратной стороне материнка полностью без компонентов, поэтому ее проверять не надо. Единственное, что если вы заметили, что плата сильно промокла с обратной стороны, желательно снять наклейку и проверить дорожки. Если термопаста в таком неравномерном состоянии, какое вы видите здесь, стоит ее выровнять с помощью лопатки. Достаточно выровнять только одну сторону. Возвращаем металлическую пластину на место. Пластина должна очень хорошо сесть, поэтому постарайтесь как можно лучше ее прикрепить правильно, потому что от этого будет зависеть охлаждение вашего компьютера. Так, отлично. Наш проблемный разъем абсолютно чист, никакой коррозии уже в нем нет. Устанавливаем его обратно. Все, друзья, устанавливаем материнскую плату. Убираем все шлейфы и проводки, чтобы они были как бы оттопырены, и чтобы материнская плата хорошо села. Сначала подключаем все шлейфы и затем закручиваем винтики.
Все, друзья, напоследок подсоединяем шлейф тачпада и батареи. А теперь закрываем крышку. Не забываем про пазики. Хорошенько захлопываем корпус. Вот и все. Теперь закручиваем винтики. Вот такой отверточкой. Повторно нажимаем на весь корпус, чтобы он хорошо захлопнулся. Включаем. Вот обратите внимание, пятна еще остались. Хоть я и старался просушить экран, пятна все равно остались внутри. Но это уже другой вопрос, другая часть ремонта, которая называется замена экрана. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал.